Всем привет, с вами Тори-чан. Я живу уже в Японии 10 лет и за это время начала понемногу скучать за многими привычными продуктами, которых в Японии, к сожалению, нет, как сметана, черный хлеб, вареники и так далее. Но, к моему счастью, в Фукуоке, когда мы переехали, есть булочная, где японка печет пирожки, а также разные торты, как Наполеон, медовик и так далее. Поэтому сегодня покажу вам эту булочную и как происходит процесс изготовления такой еды в Японии. Тут на японском языке написано пирожки, пирожики. Доброе утро! Доброе утро! Оджамашимасу! Пожалуйста. Нихонде пирожки вот скуттырю. Булочные, которые пекут пирожки в Японии, это настоящая редкость, поэтому я попросила Мисака-сан показать нам процесс. В маленькой булочной под названием «Солнце», которой заведует Мисака-сан, продаются не только пирожки с самыми разнообразными начинками, но и пряники, печеньки с вареньем, даже шарлотка. А также Наполеон, медовик и даже овощи, которые она сама выращивает на своем огороде. Сейчас мы приехали на вот такое вот поле. Это поле в аренду, где Мисака-сан выращивает сама разные овощи, которые трудно найти в Японии, но они необходимы для многих блюд, как тот же борщ, пирожки и так далее. Да, в Японии можно взять поле в аренду. Это очень удобно для тех, кто не имеет своей большой земли, где можно выращивать что-то. За небольшую плату в размере нескольких тысяч йен в месяц можно взять в аренду кусочек земли. Как говорит Мисака-сан, очень удобно, что все необходимые инструменты дают бесплатно. Сугой. Ничего себе, это же свекла. Буряк. Так много! В этом году из-за тайфуна свекла маленькая. Как мне кажется, отличная свекла. Также я выращиваю укроп. Как много укропа! Укроп почти все поле занимает, а тут петрушка. В Японии очень тяжело найти свежий буряк, свежую свеклу. Иногда в магазине можно найти вареную, продается, но, конечно же, приятнее готовить из свежей свеклы, поэтому вот так вот выращивают для себя и для продажи. Свекла настоящая. Что можно готовить из листьев свеклы? Ее выкидывать даже жалко. Вот такой большой урожай Мисака-сан сегодня собрала. В японской кухне свеклу, укроп и петрушку совершенно не используют, поэтому найти такое в обычном магазине довольно трудно. Мисака-сан использует урожай с огорода для своей выпечки, а также иногда продает свежие овощи для желающих поэкспериментировать с необычными для Японии ингредиентами. Красивая петрушка, да? Прямо с грядки. Зелень получается вкуснее, если выращивать на улице. Зелень из магазинов часто выращивают в теплицах, не в земле, а способом гидропоники, поэтому зелень получается пресная на вкус. Мисака-сан выращивает овощи натуральным способом, без применения пестицидов, на поле у подножья гор. Можно даже не сомневаться, что овощи, выращенные с таким видом, получаются вкусными. Самый лучший букет. Но вернемся в булочную. Также мы покажем сегодня, как делают медовик. Я никогда не готовила медовик в своей жизни. Я очень удивилась, когда узнала, что тесто для медовика перемешивают на огне, как заварное тесто. Это совсем не похоже на то, как пекут торты в Японии. В Японии мука другая, поэтому я много раз готовила и экспериментировала, чтобы получился вкусный медовик. Вы сами учились готовить?
Да, вначале сама по книге, а потом я училась готовить у повара из Украины. Тот повар не только сама дает курсы по готовке, но и приглашает поваров из разных стран. Какую кухню вы научились готовить на этих курсах? Много разной, даже грузинскую кухню научилась готовить. Грузинский плов, например. Сегодня Мисака-сан готовит 2 медовика на заказ, один из которых отправится в Токио. 14 слоев получилось для 2 медовиков, по 7 слоев в каждом медовике. Сколько примерно у вас уходит времени на изготовление одного торта? Если все вместе считать, чистой работы 3 часа, но медовик должен настояться, поэтому примерно сутки. В составе теста мед, мука, сахар, соль и сливочное масло. Вареная сгущенка. Я сама готовлю. Почти все ингредиенты для крема ей приходится готовить самой, потому что в Японии не продается вареная сгущенка. О, японская сгущенка. В Японии не продают сгущенку в банках, поэтому приходится вот так варить в течение нескольких часов. А то сметана. Что насчет сметаны для крема? Сметану тоже делаю сама. В японских магазинах иногда можно найти сметану, но она дорогая и слишком кислая на вкус. Сметана, да. На вид настоящая сметана. Получается, Получается, что почти все необходимые ингредиенты вы готовите с нуля. Сметану, которую мы показывали, придется мне съесть. Я слышала, что японский сахар не подходит для изготовления иностранных десертов. Это правда? Я использую 2 вида сахара. Японский тростниковый сахар и более редкий в Японии свекольный сахар. Вот так по 2 коржа пеку. Готовые коржи охлаждают, а потом наносят крем. это для украшения. Медовик с орехами. Вау, какая прелесть! Это уже готовый медовик, который тоже отправится в Токио к заказчику. А это то, что я заказала, чтобы мне приготовили. Наполеон и медовик по половинке. Класс, ура! Никогда бы сама не приготовила это. Японские клиенты удивляются такой выпечке. Как-то заходит клиентка-японка, смотрит на мою выпечку и говорит: это не пирожки. Почему она так подумала? То, что в Японии обычно называют пирожками, совсем не похоже на настоящие пирожки. В Японии пирожками называют жареные в масле булочки с хрустящей посыпкой сверху, а внутри начинка из мяса и рисовой лапши. Наверное, пирожки с начинкой из картошки и капусты японцев шокируют. Да, я всегда объясняю, что пирожки – это как маленькие булочки с разными начинками. Все в шоке, когда я говорю, что бывают даже сладкие пирожки. И, конечно же, сегодня пекут пирожки. Тесто уже готово. 33 градуса внутри. Тепло. Почти как летом. Сколько пирожков в день вы печете? Сегодня. Обычно. 50. Любовь к готовке разных необычных с японской точки зрения блюд у Мисака-сан появилась с детства, когда она нашла книгу с рецептами разных стран мира. Книга была без картинок, только описание блюд и рецепты. Как рассказывает Мисака-сан, когда позже она увидела книгу с фотографиями, она была очень удивлена тем, как много похожих блюд в разных кухнях мира. Вы когда-то работали в булочной?
В булочной не работала, но с детства пекла разную выпечку и сладости, поэтому базовые знания у меня были. А потом пирожки меня учила готовить подруга из Украины на курсах готовки, поэтому я следую ее рецепту. А где пирожки, только вот скоро. А жареные пирожки вы не готовите? Жареные пирожки становятся невкусными, когда остывают. Если бы у меня был ресторан, тогда бы жареные пирожки тоже готовила. Печеные пирожки, они более классические, наверное, как есть с давних времен. Но в моей семье всегда бабушка именно жарила пирожки. Они как пончики. Как пончики, прям такие воздушные. И прямо с них жир. Да вкусно так. Интерес к постсоветской кухне и русскому языку у Мисако-сан появился из-за рассказов ее дедушки, который во время Второй мировой войны служил в армии и был взят в плен советской армией, а потом сослан в Сибирь в лагерь, где он провел 3 года своей жизни. Дедушке Мисаки повезло, что он смог вернуться живым, когда после окончания войны японских пленных отправили домой. Пирожки не похожи на японский хлеб. Совершенно. И тесто другое, и вкус другой. Не как японцы обычно привыкли есть хлеб. Поэтому мне вот интересно, нравится ли японцам вкус пирожков и вот такой вот выпечки. Японский хлеб и булочки обычно очень воздушные и мягкие, поэтому японцы любят воздушную выпечку. Но в последнее время все больше японцев, кто любит более жевательную текстуру. Японцы, которые не любят японские пирожки, жареные в масле, любят печеные пирожки из моей булочной. Я делаю разные пирожки, треугольные и квадратные тоже. Форма готова, теперь даю пирожкам взойти второй раз. Смазываю пирожки смесью яйца и молока, так они получаются красивого цвета. Имакара печем пирожки. Только один противень? Пеку постепенно, потому что другим пирожкам еще нужно время взойти. О, кире. Какие красивые получились! Какой запах! Уже готовы пирожки с капустой, с овощами, курицей. Это, видимо, будет наш завтрак, потому что мы приехали с утра и еще не поели. Так вкусно пахнет. Горячий, прямо только. Прямо горячий пирожок. Эксклюзив. Булочки с вареной сгущенкой. Это нам нужно. Плюшки. Пирожок с творогом и изюмом. О, вау! Свежеиспеченный выпеченный пирожок с картошкой. И тадакимас попробуем. Дечитате сайко. С укропом, который был сорван с огорода. Очень вкусно. Как бабушкины. Как бабушкины.